Меня зовут Мосова Татьяна Ксенофонтовна. Работаю в Сепском доме культуры, заведующей. Живу в деревне Сеп. А я Мосова Алевтина Евгеньевна. Работаю в Сепском доме культуры, режиссер. Живу в деревне Сеп. Как помню себя, так и масло мы ели, мы держали коров, мы всегда держали коров. После школы мы раз вот это масло на хлеб намазывали. И то с песком, сахаром, а кто солью. Вот это вкус такой детский во рту еще. На хлеб его на черный так намажешь, сверху песочком тоже посыпешь. Я так привыкла дома с покупным сливочным маслом. Масло я впервые попробовала после того, как вышла замуж сюда, потому что коров вдалеке только видала, у нас не было, потому что я жила в поселке. И когда вышла уже замуж сюда, тогда у них корова была, они делали это масло, и вот. Знаете, мама раньше работала, родители работали, и они оставляли маслобойки, что надо работать, сбить масло. И мы приходили из школы и сбивали масло, но мы не убирали это масло, так и оставляли. Главное, чтобы сбивать, чтобы готовое масло было, а потом мама уже убирала это масло. Этот процесс тоже мы навсегда запомнили, потому что хочется идти гулять, играть, а нам надо было всегда работать. Бабушка, когда мы на работу уходили, у нее время свободное появлялось, и вот она тогда уже делала свою работу. Приходили, масло уже было готово. Ну а потом уже, когда вот бабушки не стало, уже вот здесь мы переехали сюда, здесь свое хозяйство у нас было, и я старалась утром масло взбить и оставить, промыть его, приготовить, а вечером уже топили печь и ставили в печь, чтобы получилось к утру топленое масло. В детстве вот этот запах топленого масла, оно же такое ароматное. А вот у нас всегда делали это утром. Мы еще спим, а аромат такой же из печки выходит. Мне нравится, например, вот это масло, когда перепечь, там стряпаем в начинку. Очень вкусно делает, да, в пюре. Пюре вообще бывает безумно вкусное. Я для каши тоже. Картошку молодую, когда выкапываешь, тоже топленое масло можно туда положить. А еще у нас есть такое блюдо, вот щечь-пыщ, которое называем, это заварное, да. И туда вот это топленое масло тоже. А мы, наоборот, сливочное масло. Топленое масло никогда не ложили мы туда в детстве. В детстве мама делала. И всегда вот когда я ездила, потом уже, когда замуж вышла сюда, и к маме приезжала, она всегда вот эту щечь-пыщ, заваруху делала, потому что она знала, что я люблю. Как отдельным хозяйством стали жить, нужна стала маслобойка. И причем у Ксенофонтовны, я представляю, она чуть повыше, наверное, была, а у меня то, что я поменьше ее ростиком, мне Юра поменьше сделал. У соседей не было уже коров, и вот маслобойку нам дали. И после этого Володя попросила, чтобы маслобойку сделала. Проводили как-то ярмарку, это же конкурсная была, и эту маслобойку я продала там. Володя ничего не сказал, он сделал вторую маслобойку. Вот такая тоже была. Если у меня коровы не будет, то ты уже встаешь 5 часов, это уже Дисциплинирует. Дисциплинирует, да. Да, гостей отправить без ничего. У меня мама такая была. Это привычка вошло, что ли, и мне хорошо, когда я могу это дать кому-то. Но я хочу еще сказать, что качество и вкус зависит и от хозяйки, и от коровы. А у Ксенофонтовны очень вкусное и молоко, и творог, и масло. А я хочу сказать, что приезжайте в деревню, всегда будут масло, будет и молоко. Всегда я угощу вас маслом. Вкусно. И вы потом не будете брать магазинное масло, не захотите.